Всем привет! Небольшой ролик по контре очередной. У нас проходит мажор Рио 2022. И, соответственно, уже у нас второй этап. Этап легенд. Первый этап, этап претендентов был. Как видите, зашло 6 команд. Нужно 5 для того, чтобы прогноз был исполнен. Изначально у меня был он немножечко другим. Я снимал ролик. Позже я чуть-чуть поменял, но я в ролике и говорил, что что-то изменю. Но в целом это не повлияло. Здесь зашло чуть больше бы, если бы он оставался такой. Получается, зашло бы 7 позиций. А в моем измененном зашло 6 позиций. Ну, не страшно. Итак, давайте же посмотрим, что на этапе легенд у меня за прогноз. Фейзов, соответственно, конечно же, ставим на проход. Мы можем их поставить на 3-0. Они вполне могут. Команда в хорошей форме, в хорошем состоянии. Они могут 3-0 пройти спокойно. Ну, чтобы не занимать слот, так скажем, не рисковать, мы просто их ставим на проход, и это должно быть высоковероятное событие, что фейс проходит. А вот то, что будет 3-0, не факт, поэтому мы не занимаем слот. Далее, Нави, соответственно, проходит, я думаю. Нипы в очень хорошей форме. Не знаю, многие будут ставить, многие не будут на них ставить. Но в целом Нипы в хорошей форме, поэтому я их оставляю здесь. Напоминаю, что это мое личное мнение, поэтому на какую-то аналитику не претендую, а также я еще хочу сказать, как и во всех роликах на эту тему говорю, что вообще даже какие-то серьезные аналитики никогда не могут все предугадать. Это факт. Далее у нас Хероики, форма у них сейчас средняя, но я думаю, что они постараются пройти. Ликвиды то же самое. Клауда под сомнением, потому что себя они на этапе претендентов показали не очень хорошо. Проигрывали командам, которым не должны были проигрывать, но потом подсобрались и все-таки прошли. Оставим их здесь, но сомнения огромные насчет них. Также я здесь оставлю Outsiders Virtus.pro. Замечательная команда, в хорошей форме, должны пытаться тащить. Конечно, этап легенд это очень сложный этап, потому что здесь собрались самые лучшие команды. И прямо на 100% сказать, какие из них пройдут, какие нет, сложно. Также бытует мнение, что надо ставить Маузов, надо ставить БНЕ, потому что они прошли с этапа претендентов 3-0, то есть без проигрышей. Ну, это можно... Но это заблуждение можно развеять тем, что они прошлись там по легкой сетке. То есть им повезло, грубо говоря. Вот на этапах легенд, чтобы также пройти, здесь им будет уже сложнее намного. Команды здесь другие, более мощные, сетка сложная. Кстати говоря, о начале сетки. С кем кто играет, у меня также есть информация. Фейс-клан с клаудами, значит, должны клауда отлетать. Нави с Виталити отлетают, я думаю, в первой игре. Насчет Виталити чуть позже сейчас расскажу. Так, далее. Низи в пижамах и Фнатик, ну не знаю. Я думаю, что Нипы должны брать Фнатиков, хотя Фнатик тоже в форме неплохой. Энс, Фурия. Энс должны брать. Далее Беги и Спраут. Вот здесь вот игра очень интересная. Потому что на 0-3 у меня претенденты либо Беги, либо Спрауты. И те, и другие в таком среднем состоянии, хоть и Беги и прошли этап претендентов, но в целом состояние у них игровое не особо хорошее. Настрой. Спрауты тоже по последним играм посмотрел, не особо хороший настрой у ребят, не особо хорошая форма. Heroic и Outsiders. Сложно сказать, возможно, Outsiders в первой игре отлетят и потом продолжат свою игру в сетке уже 0 побед, 1 поражение, но это не страшно. Team Spirit BNE. Тут тоже все неординарно. BNE в хорошей форме. И спириты могут отлетать в первой игре. Team Liquid Mouse. Я думаю, что Маус отлетает в этой игре. Давайте вернемся к прогнозам. Здесь я чисто условно поставил спиритов на 3-0. Соответственно, вряд ли они покажут такой результат. Ну, в то же время, просто я фанат этой команды, и поэтому хочется их хоть куда-то засунуть. На проход их ставить неохота, потому что вряд ли они пройдут. Ну, а здесь мы можем занять ячейку. Если не зайдет, ничего страшного. На 0-3 Спраут я поставил, но, возможно, изменю свое мнение, как я это обычно делаю. Возможно, сюда я поставлю Бигов, я подумаю. Потому что Биги, ну, не знаю. Очень сложно что-либо сказать. Почему не поставил Виталити? Виталити играет только один игрок, это Зайву. Поэтому вытащит ли он на этапе легенд команды, ну, я не знаю. Сомнения огромные. Можно, конечно, их поставить вместо клаудов, потому что клауда тоже
непонятно как играют. Они не постоянные, поэтому Vitality, в принципе, можно поставить вместо клаудов, если есть желание. Также для убедительности в моих мыслях можем посмотреть коэффициенты на предстоящие игры первые и примерно прикинуть, кто где может выиграть, что по этому поводу думают букмекерские конторы. В общем, приблизительно прикинуть. Значит, здесь у нас Liquid над маузами имеет преимущество. Здесь Spirit над BNE. Ну, я бы... Не знаю, но я здесь бы подумал, кстати, не знаю. Но здесь бы я, кстати, подумал бы. Sprout и Biggie. Biggie имеют преимущество над спраутами. Face и Cloud. Соответственно, Face имеет преимущество. Здесь также Na'Vi. Здесь Heroic. Здесь Нипы. Здесь почему-то, кстати, Фуги. Вот так вот. Ну, хотя насчет Энс много можно чего говорить и думать, но они тоже в неплохой форме, если посмотреть их последние игры. Ну, в общем, вот такое вот размышление, ребят. На этом все. Пишите в комментариях, что думаете вы.